Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я делаю необыкновенно вкусный, очень легкий йогуртовый торт «Камин». Торт получается очень красивый в разрезе, очень легкий, освежающий. Готовить его можно с разными наполнителями. Покажу обязательно, как сделать вот такой необыкновенно красивый рисунок в виде языков пламени. Все покажу и расскажу в данном видео. И сначала я приготовлю очень простой и быстрый шоколадный бисквит. Для шоколадного коржа нам понадобится 110 грамм муки, 20 грамм какао-порошка и 5 грамм разрыхлителя. Все это я перемешиваю и пока что отставляю в сторону. 2 яйца среднего размера комнатной температуры, щепотку соли, 8 грамм ванильного сахара, 80 грамм сахара. Перемешиваю все просто большим венчиком. Вы можете перемешивать здесь и миксером, 80 мл молока комнатной температуры и 40 грамм растительного масла без запаха. Все перемешиваю. Как я уже сказала, при желании вы можете все это взбивать миксером, но это особо не повлияет на результат. Просеиваю туда всю сухую смесь. Духовка у меня уже разогрета на 170 градусов Цельсия. Выпекается корж буквально за 20 минут. Форма у меня здесь 28 на 18 сантиметров. Также можете брать смело круглую форму 24 сантиметра в диаметре. Я все это напишу в описании под видео. Выпекался корж у меня 20 минут на среднем уровне, без конвекции. Духовку, конечно же, во время выпечки не открываем. Сразу же, как только я могу дотрагиваться до формы, я извлекаю корж из формы. Срезаю у него сейчас шапочку и нижний корж как основу. То есть справиться с приготовлением этого коржа даже человек, который вообще никогда ничего не выпекал. Корж приготовила, отставлю пока в сторону. 30 грамм желатина и 150 миллилитров холодной кипяченой воды для желатина. Сразу же нужно перемешать. Иначе комочками пойдет весь этот желатин, и вы потом ничего не сможете с ним сделать. Отставляю в сторону, чтобы вся эта масса набухла. 1 килограмм греческого йогурта 10% жирности и 400 грамм сгущенного молока с сахаром. Если у вас нет греческого йогурта такой жирности, вы можете брать обычный йогурт, либо же 10% сметану. Все на ваше усмотрение. Все это просто перемешиваю. Вы можете здесь взять чуть меньше сгущенки, чтобы у вас банка была 360 или 380 грамм сгущенки. И сейчас буду взбивать сливки. 400 миллилитров сливок охлажденных 30% жирности, 16 грамм ванильного сахара. Взбивать сейчас буду до мягких пиков, ни в коем случае не до устойчивых. Вот такая масса должна получиться. То есть, в принципе, здесь пиков даже еще как таковых и нету. Добавляю туда сейчас всю йогуртовую массу со сгущенкой. Все это просто перемешиваю. Ничего здесь дальше ни в коем случае не взбиваю. Нам здесь взбитая масса не нужна. Вот такая вот однородная смесь у нас должна получиться в итоге. Набухший желатин я распустила в микроволновке импульсами. Добавила туда грамм 200 вот этой йогуртовой массы. Перемешиваю, чтобы температуры немножко выровнялись. Непрерывно сейчас взбиваю миксером не на самой высокой скорости и добавляю туда всю желатиновую массу. Это нужно сделать сразу, ничего здесь ждать нельзя. Отставлю пока в сторону. 50 грамм какао-порошка для выпечки и 100 грамм крутого кипятка. Наливаю в какао-порошок. Сразу же все перемешиваю, потому что комкуется очень быстро какао. Сейчас примерно половину всей этой массы йогуртовой я отливаю уже в другую миску и буду добавлять туда какао. Примерно на весах у меня вот так вот получается. И сразу работаю. То есть ждать здесь ни в коем случае ничего нельзя. Нужно работать здесь очень быстро. Потому что желатин застывает очень быстро. Желатин силы здесь 200 блюм у меня.
В оставшееся количество йогуртовой смеси я добавляю какао-массу. Все просто перемешиваю до объединения, ничего долго не взбиваю. Масса готова. Прохожусь еще по дну миски просто лопаткой, потому что многое может не размешаться. И сразу же, ничего ждать нельзя, собираю торт. Корж, прежде чем собирать такой торт, должен уже полностью лежать в форме. Бока формы должны быть подготовлены, то есть этот торт собирается очень быстрым образом. Я сразу здесь выставляю ацетатную пленку, потому что я знаю, что торт будет достаточно высоким. И вот смотрите, теперь очень важно. Я взяла 2 одинаковых половника. Ничего здесь я не жду, потому что масса застывает очень быстро. И я по 2 половника шоколадной и по 2 половника белой массы выливаю сразу на центр коржа. И делаю это очень быстро, последовательно и постоянно беру именно по 2 половника. И как бы немножко вот такие круговые движения делаю самим половником, чтобы эта масса распределялась и была такая немножко как бы пошире. То есть не конкретно в центр я лью, а немножко вот так вот распределяю постоянно. И таким образом будут создаваться вот эти вот рисунки в виде языков пламени в самом торте потом. Я сейчас убираю всю эту массу примерно минимум на 3 часа в холодильник, 3-4 часа, чтобы и середина вот этой массы, нужно ориентироваться, очень хорошо застыла. Здесь у меня 100 грамм темного шоколада, 50% какао, растопила быстро его импульсами в микроволновке. Вы также можете на водяной бане шоколад растопить. Добавляю туда сейчас 100 мл очень холодных сливок для взбивания, минимум 30% жирности, и сразу же перемешиваю, ничего не жду, с этим растопленным шоколадом. Убрала сейчас эту шоколадную массу примерно на 15 минут в холодильник, чтобы все это очень хорошо охладилось. Здесь у меня 100 мл сливок для взбивания, тоже жирностью не менее 30%. Выливаю туда, так как масса сразу остыла у меня, холодная стала, вот эта шоколадная. Выливаю туда всю шоколадную массу и взбиваю сейчас до устойчивых пиков. Взобьется это обязательно. Здесь, внимание, я буду делать этот шоколадный крем сейчас с бананами. Бананы сладкие. Если вы захотите делать, допустим, с вишней или с малиной, с кислыми ягодами, в этом случае вам следует брать тогда молочный шоколад, чтобы была сладкая эта шоколадная масса. Здесь у меня 5 бананов среднего размера. Свежие бананы, чтобы они были, конечно, хорошего качества, нарезаю вот на такие вот дольки, примерно 1 сантиметр в высоту. Это будут на вид как бы дрова такие на камине, которые лежат. Но это на ваше усмотрение. Вы можете делать этот торт с вишней. С вишней очень вкусно получается. С консервированной, я имею в виду, с черешней со свежей можно делать. С клубникой свежей тоже очень вкусно получится. То есть это все на ваше усмотрение. Можно банан с клубникой вместе комбинировать. Нарезала сейчас все бананы, и заметьте, бананы я нарезала уже после того, как я приготовила крем. То есть для того, чтобы они не почернели. Если бананы сразу же покрыть слоем крема, они не почернеют. То есть я их не сбрызгиваю лимонным соком здесь, и это не нужно, потому что бананы свежайшие, и сразу же они будут изолированы кремом. Если вы захотите делать с другими фруктами, допустим, с кислой вишней, пусть она даже будет консервированная, с малиной, допустим, которая с кислинкой, да, ягода, вам обязательно для этого крема нужно брать не темный шоколад, а именно молочный, чтобы торт был сбалансированно сладким, чтобы у вас не было такой тогда горчинки в креме. Так как бананы, фрукты очень сладкие, я беру здесь шоколад 50% какао. Он как бы не совсем горький, но все равно, чтобы баланс во вкусе у нас в креме присутствовал. Сейчас я выложила весь этот крем, аккуратно его очень хорошо разравниваю, чтобы все пустоты между бананами у меня были закрыты кремом. Это важно, чтобы красиво было в разрезе и чтобы бананы хорошо держались. Выровняла шпателем, и шапочка, которая у меня оставалась от коржа, я ее измельчила и посыпала весь этот слой крема. Убирала буквально на полчаса здесь в холодильник. Крем этот на шоколаде схватывается очень быстро. Благодаря шоколаду он становится сразу очень стабильным. За него переживать вообще не нужно. Достаю теперь торт из формы, снимаю ацетатную пленку. Если у вас нет ацетатной пленки, вы можете использовать обычные канцелярские папки. Нарезается торт превосходно. Его можно нарезать на очень мелкие кусочки, на порционные пирожные, то есть он очень стабильный, он не теряет своей формы даже при комнатной температуре, он хорошо очень переносит перевозку. Если вы все с желатином сделали правильно, главное здесь желатин брать с хорошим сроком годности, и все у вас получится. Торт нежнейший,
идеально подходит на все детские праздники и после очень такого плотного застолья. Фрукты и ягоды можно использовать, как я уже сказала, абсолютно любые. Бананы очень хорошо подходят и по вкусу к этому торту, и также по внешнему виду они придают такую атмосферу как бы дров, потому что торт у нас называется камин. Вот на такие мелкие идеально просто кусочки он нарезается, этот тортик. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.